Приветствую всех, уважаемые подписчики канала Триони. В сегодняшнем выпуске, как я и обещал, мы с вами поговорим о навыках. Какие навыки выбирать в начале, какие навыки учить, какие их придерживаться в приоритете и какая вообще у вас будет ветка развития навыков. Давайте начнем с того. Сперва откроем панель наших навыков. Для этого нажимаем на иконку персонажа «Навыки». И здесь весьма и весьма немаленький объем всех навыков. Их очень много. Я даже бы не соврать, но их, наверное, более 1000, это точно. Суммарное изучение всех навыков, всех скиллов, если их учить в порядке очереди, без заливки дополнительных скилл-поинтов, уйдет, больше 5 лет, это точно. Не все даже игроки, которые играют уже очень давно, обладают полным пакетом изученных навыков. Собственно, что нужно для того, чтобы начать комфортно играть, для того, чтобы отправить своего персонажа в правильную ветку развития своего игрового аккаунта? Итак, начнем с того, что все навыки абсолютно преследуют за собой какую-то определенную цель. Изучив определенный навык, вы усилите возможности вашего персонажа, либо усилите спектр вашего персонажа, сделайте его шире, для определенного вида деятельности. Основными навыками для персонажа, так как игра рассчитана по большей части на PvP, являются непосредственно все навыки, связанные с управлением корабля. За это отвечают целеуказание, ведение орудийного и ракетного огня, а также допуск к управлению кораблями, эксплуатация двигателей, эксплуатация бортовых систем. В принципе, на этом все. Соответственно, есть еще небольшой вариант, это как сбор данных и работа с бортовой электроникой. Наиболее важным приоритетом именно для новичка является, давайте будем объяснять в процентах, 10% вклад вашего стартового изучаемого времени в ведение орудийного огня либо ракетного огня и целеуказания. Основное усилие далее, позже, вывести уже на эксплуатацию бортовых систем и работу с бортовой электроникой. Для чего это нужно? Во-первых, когда вы создаете вашего персонажа, когда вы только начинаете играть, ваш персонаж будет иметь стартовый пакет навыков, который будет изначально разбросан абсолютно не рандомно, а по тем параметрам, которые вы выберете при регистрации. При выборе при регистрации академии и ветки вашего персонажа вы тем самым устанавливаете первоначальный набор навыков, куда он будет заливаться приоритетно. Если вы выберете, допустим, военную академию при регистрации персонажа, то прерогативно у вас будет набор стартовых навыков с давлением на ведение орудийного, ракетного огня и целеуказания. Для того, чтобы комфортно чувствовать себя в различных PvP ситуациях, в различных PvE ситуациях, необходимо всерьез заняться с эксплуатацией бортовых систем и работой бортовой электроники. Для чего, собственно, это нужно и почему сейчас я об этом говорю, почему это так важно, работа бортовых систем и работа бортовой электроники. Для того, чтобы понять, достаточно просто зайти в этот раздел. Давайте мы закроем фильтр, установим его не по всем навыкам, а по моим навыкам, которые в данный момент уже изучены у меня. Тем самым вы поймете, какие навыки я выбрал в приоритет. Смотрите. Сам спектр всех навыков достаточно большой. Если вы могли заметить, не все навыки у меня открыты и не все навыки до конца изучены. Почему? Потому что для меня, как я считаю лично, это не особо-то и важно. Для дальнейшего развития моих бортовых систем мне необходимо озадачиться целью. А для чего это мне нужно? Не нужно изучать навыки все подряд и наобум. Нужно выбирать именно те навыки для изучения, которые вам нужны либо здесь и сейчас, либо нужны вам на скорое, либо не скорое будущее. Например, вы задались себе целью изучить Rattlesnake. Rattlesnake — это
корабль. Давайте мы откроем схему кораблей. Это у нас фракция Гуристас. Rattlesnake — это корабль, это линкор, на который может сесть даже альфа-аккаунт, который выполняет роль топового фармера. На нем фармят практически все. И кондуитов, и четверки, и даже семерки. Достаточно мощная машина, особенно в умелых руках. Давайте нажмем правой кнопкой мыши по нему и покажем подробную информацию. Затем зайдем во вкладку «Требования». Для того, чтобы изучить данный корабль, мы видим то, что нужны в единичку изучены голландские линкоры, в четверку изучен допуск к управлению кораблям, дальше нам нужны линейные крейсеры и так далее. Тем самым вы получаете более подробный список для изучения этого корабля. Допустим, вы озадачились «хочу летать на Rattlesnake». Тем самым, открыв ветку требования, узнав, какие навыки для него требуются, вы ставите в очередь все вот эти навыки. Обратите внимание, то, что определенные навыки здесь могут быть у вас недоступны по той причине, потому что не изучен предыдущий навык. Об этом вам также скажет система. Даже если открыть подробную информацию, система вам укажет на то, какой навык вам необходимо изучить предварительно, чтобы изучить этот навык, тот или иной. Разумеется, после того, как вы изучили Rattlesnake, сесть вы, конечно же, на него сможете, но полноценно управлять им все же не сможете. В этом фишка Евы. В чем заключается именно полноценное управление корабля? В определенные моменты для данного корабля у вас может не хватить электроэнергии, у вас может не хватить реактора. Ваши ракеты будут стрелять недостаточно далеко, как бы вы хотели. Соответственно, ваши дроны будут не летать и управляться недостаточно далеко, так как вы хотели. Исходя из этого, ставим себе следующую планку. Что нужно для того, чтобы дроны летали далеко, ракеты стреляли далеко, для того, чтобы корабль не разряжался, реактор корабля не разряжался, и, допустим, хватало ЦПУ на нужный мне фит. Теперь все достаточно просто. Ставим себе цель номер 2. Хочу фармить кондуитов на Rattlesnake. Заходим в Google, вбиваем фит Rattlesnake для фарма кондуитов, либо используем чат «Помощь на русском», если он у вас имеется. И запросите там, ребята, напишите, подскажите мне фит для ратлы, для фарма кондуитов. Вам скидывают фит. Соответственно, почему я сказал то, что работа с бортовой электроникой очень важна? Смотрите, если мы зайдем в эксплуатацию бортовых систем, у нас здесь есть управление ЦПУ. Соответственно, за каждую степень вы получаете плюс 5 к прибавке, плюс 5% прибавки в мощности вашего ЦПУ. Я вам могу сказать прямо сейчас. Необходимость изучать ЦПУ в пятерку есть, потому что практически 80% ваших модулей, которые вы устанавливаете в те или иные корабли, всегда жрут процессор. А большой факт именно играет роль ту, если у вас не изучены модули корабля Т2, то вы будете заменять их Т1. А Т1 в большинстве своем случаев жрут процессор гораздо больше, чем Т2. Разумеется, можно ставить фракционные и поискать по рынку, порегулировать фильтры и найти модуль, который будет меньше жрать ЦП, но тогда будет хуже другой параметр. То есть, если вы выбираете себе модуль, который, допустим, меньше жрет по процессору, соответственно, всегда будет страдать какой-то второстепенный параметр. Либо, допустим, он будет меньше жрать по процессору, но больше жрать по реактору. Либо наоборот, меньше по реактору, но больше по процессору. Здесь нужно, так сказать, играть. Отсюда мы, соответственно, и отталкиваемся. Как я уже и сказал, работа с бортовыми системами всегда является ключевой ролью. Давайте рассмотрим дальше, какие навыки нам нужно изучать дальше. Спецкурс оптимизация вооружения, это я изучал в пятерку для уже дредноута. На это можете не обращать внимания, такого навыка будет достаточно изучено в двойку или даже в тройку. Далее, что мы изучаем? Улучшение реактора тоже является обязательным параметром для вашего персонажа. Почему? Элементарный ответ. Во-первых,
В большинстве своем при ПВП и всегда практически также в большинстве случаев при ПВЕ вас нейтрят. Нейтрят — это значит выкачивают мощность вашего реактора. Иногда встречаются такие шипы, то есть корабли, чей базовый объем реактора небольшой. Разумеется, его можно увеличить путем установки батарейки в него, да, вот, но тогда мы лишимся какого-то другого модуля, который нам тоже нужен. Поэтому улучшение реактора всегда вкачивайте, ребята, в 5. Даже сейчас, изучая Dreadnought, я буду изучать улучшение реактора в 5. Имейте это в виду. Пусть не в 5, если вам покажется то, что на 5 уже изучать достаточно долго, изучите в 4, но всегда помните то, что вам нужны хорошие показатели по процессору, хорошие показатели по реактору, потому что это основа работы практически любых кораблей. Вот. Если будет хороший запас по реактору, вы сразу же можете брать на заметку то, что вы можете ставить батареи гораздо меньшим объемом, тем самым избегая перенапряжения по процессору. Соответственно, вы будете всегда знать то, что если вас будут нейтрить, у вас навык изучен в 5, то вы проживете гораздо дольше, чем на один навык меньше. Соответственно, ключевую роль и играет в ПВЕ. Бывает ситуация такая, особенно на фарме слиперов. Если вы срываете триггер, вас начинают нейтрить. Соответственно, другой шип NPC будет держать вас в дизрапторе. Вы не сможете варпануться, но реактор у вас выкачивают. И пока у вас реактор есть, щиты ваши работают. Ваша накачка щитов работает. Но как только реактор будет выкачан, ваши щиты выключатся. Скорости восстановления реактора будет не хватать, потому что вас нейтрят. Соответственно, вы варпануть не сможете, потому что вам глушит варп-двигатель. Разумеется, это что? Это смерть, это тупик. Поэтому имейте в виду, реактор должен всегда быть раскачан. Соответственно, здесь дальше все остальные навыки именно из ветки эксплуатации бортовых систем, они являются второстепенными. Их нужно изучать, но не обязательно в 5. Можно и в 4, можно и в 3. Дальше действуйте по ситуации. В зависимости от фракции, которую вы выбрали, Калдари, Галенте, либо Минматар, изучайте тот вид оружия, который вам нужен. Это третьестепенный навык. Можно даже его назвать в кавычках второстепенный в скобках. Допустим, вы прислуженец государства Калдари. Все калдарцы летают непосредственно на шипах, использующие ракеты и торпеды. Разумеется, это у вас будет база, это у вас будет основное начало, основной старт, то, на каких шипах вы будете летать. Разумеется, вы можете быть калдарцем и изучать сразу же матарские шипы. Вот. В зависимости от того, на каких кораблях вы хотите летать. Допустим, вы определились, я калдарец и хочу летать на калдарских шипах. Для этого вам нужно изучать введение ракетного огня. Для того, чтобы качественно изучить введение ракетного огня, вам нужно элементарно понять цель. Допустим, мы хотим летать на... Пусть будет Праксис. Праксис, давайте мы его найдем с вами. Зайдем к нему в инфо. Требования вы сами видите, то что никаких нету. Все знают, наверное, про этот корабль. Не буду объяснять почему. Симулировать корабль. И давайте накинем ему пусковую установку. Все корабли, все пушки, использующие калдарами, они стреляют с пусковых установок. Не с пушек, не с импульсивных излучателей, именно с пусковых установок. Так, профильтруем по разъему. И наверняка первая пусковая установка, которую вы установите, что на Rattlesnake, что на Praxis, особенно если вы только начали играть, она будет у вас прототипная. Прототип — это аналог Т2, но чуть-чуть совсем немножко слабее. Либо по дальности, либо по мощности процессора она жрет чуть побольше, либо по реактору чуть побольше. Как правило, на Praxis в большинстве своем ставят рапидки. Давайте напишем прототип. Вот, смотрите, вы будете использовать прототип. Это моя рекомендация, использовать именно прототипки арбалесты, хэвики. Именно если вы летаете на Праксисе для фарма. И в будущем уже сразу же прыгать на Т2. Не нужно использовать простые Т1, либо еще какие другие. Используйте прототипки арбалесты.
Заходим в «Показать подробную информацию» и требования. И вот у вас сразу же информация, какие навыки необходимо изучать, чтобы профитить корабль такими пусковыми установками. Тяжело-штурмовые ракеты, именно это основной навык, который позволяет открыть, первый навык, который будет изучаться, чтобы открыть данную пусковую установку. Он повышает на 5% урон. Рекомендую, и здесь рекомендация, чтобы открыть только эту рапидку в единичку, но рекомендую выкачивать его в четверку, в пятерку. Соответственно, легкие ракеты в тройку, это у нас второстепенный навык, он не основной, он никак не влияет на урон именно этих пусковых установок и тяжелых ракет, но это проходной навык, который нужно изучить, чтобы открыть тяжелые ракеты. Далее изучаем пусковые установки в двойку, в тройку. Также немаловажную роль играет скорострельность. Чем резвее, чем мощнее будет стрелять ваша пусковая установка, тем больше урона будет проходить. Как правило, от ракет небольшой относительно урон, но он всегда, попадая в цель, в отличие от стрельных орудий, да, допустим, тех же самых минмотарских шипов, которые на пушках летают. Соответственно, вы изучаете пусковые тяжелые штурмовые ракеты, у вас является ключевым. Изучайте в четверку, пятерку. Изучайте пусковые установки. Также в четверку, в пятерку. В зависимости, опять же, от ваших возможностей. Четверка — это минимум. Вот. После того, как вы открыли уже данный тип пусковой установки, вы уже можете понимать, что уже корабль в какой-то степени будет у вас стрелять мощнее. Но не забываем и про дронов. Обязательно. Данный тип корабля снаряжается у нас практически любым типом дронов. Все зависит от пропускной способности. Вот у нас видно то, что пропускная способность 100 мегабит. Допустим, если мы берем тяжелых дронов, то у них объем загруженности пропуска 25 мегабит. Значит, мы прекрасно понимаем то, что данный корабль сможет выпустить у нас всего лишь 4 тяжелых дрона. У него, по-моему, нет приоритетов по дронам. Так, увеличится урон орудий и запас прочности дронов. Просто дронов. Значит, значит, баф идет на все типы дронов. Можно, конечно, здесь использовать тяжелых дронов. Они поживучие, но они, зараза, медленные. Давайте мы просто сюда зайдем в отсек для дронов. Нажмем Alt+R. Ну, пусть у нас будет какой-нибудь... Да, даже не будем гадать. Зайдем просто дроны, боевые дроны, тяжелые боевые дроны. И, ну, возьмем... Пусть будет это у нас... Ну, не Т2, но пусть будет тот же Огр Т1. Закидываем его в наш отсек. И теперь правой кнопкой мыши показать подробную информацию требований. И мы видим то, что данный дрон сам по себе является фуловым. Вы его не откроете раньше, чем не изучите дрон F5. То есть вам рано или поздно потребуется изучение дронов в пятерку. Как правило, эта ситуация стандартная, и никто в основу не ставит изучать дронов. Вы просто... Сама потребность вызовет у вас желание выкачать дронов в 5. И это придется сделать, иначе вы их просто не вызовете. Соответственно, дальше уже идет основной ключевой навык, который увеличит именно урон дронов. Четверка, пятерка. Все интуитивно понятно. Итак, давайте к выводу. Для того, чтобы понять, какие навыки нам изучать со самого старта, нам нужно определиться с кораблем, на котором мы хотим летать. После предварительных просмотров гайдов в интернете и так далее, мы определились с видом корабля. Не будет это Гила, Rattlesnake, Praxis, либо Каракал, например. После того, как мы выбираем нужный корабль, мы изучаем все навыки, чтобы его открыть. Разумеется, после того, как мы его открыли, мы запрашиваем где-нибудь его фит и фитим его. Разумеется, после того, как мы узнали фит, его в симуляции профитили и видим вот в этой вот вкладочке все необходимые навыки для использования этого фита. Изучаем фит,
Разумеется, параллельно с этим летаем на каких-нибудь корабликах и фитах попроще, пока у нас все это изучается, либо заливаем скиллы, вот, всякие методы есть. И после чего мы приступаем, уже когда у нас корабль нужный нам изучен, все необходимое мы собрали, мы уже можем летать, допустим, на Гилле, да, на зафиченной, мы начинаем изучать самые важные, первостепенные нам навыки. Эксплуатация бортовых систем и введение тех или иных пусковых или ведение орудийного огня. И, соответственно, в какой-то в 4-й степени это целеуказание. Это основные навыки, которые нужны каждому персонажу. Ни один персонаж не будет комфортно чувствовать себя в PvP либо PvE с непрокачанным процессором или реактором. Ни один корабль не будет себя комфортно чувствовать в PvP с достаточным уроном тех или иных пусковых установок. И ни один корабль не будет комфортно чувствовать себя в PvP либо PvE с недостаточно выкачанными дронами. Но дроны это уже, как правило, посредственные навыки, и они выкачиваются всегда и у всех. В дальнейшем, после того, как вы изучите эту цепочку навыков, вы уже будете понимать, куда вам дальше идти. И этот видеоролик вам уже не понадобится. Но на данный момент могу ограничиться лишь вашим лайком. Кстати, на моем втором канале КВС, который вы увидите где-то сбоку на моем канале Трионе, на КВС я выпускаю видеоролики, которые связаны с космосом, со вселенной, современными технологиями. Все подробно объясняю в качественном дубляже, в качественной озвучке и качественном видео рядом. Заходите, смотрите, если понравится, оставайтесь. Ну а с вами был канал Триони, до следующих выпусков. Пока.